Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать вот такую шапку спицами. Значит, расскажу, как я делала убавление на донышко. Ну и сюда можно украсить там помпон или кто что придумает. Значит, как вы видите, резинку я вязала жгутами. Вы вяжите, как вам нравится. Я не призываю именно жгутами вязать. Край обработала, обвязала рачьим шагом. Расскажу по поводу накидов. Почему нужно конкретно в каком-то месте провязывать прямой накид, а в других местах обратный. Вот по поводу накидов расскажу. Сейчас я вам покажу еще один метод набора петель от начала нити. Меня просила одна подписчица рассказать, у нее что-то не получается. Для начала делаем первую петлю, каждый делает по-своему. Хвостик сюда, рабочая нить слева. Указательный палец под нить и типа перекручиваем. Затем берем рабочую нить и вот эту петлю подтягиваем сюда ближе. Подтянули, сильно не затягивайте. Палец еще не вытаскиваем. И когда петлю подтянули, тогда затягиваем. Палец под петлю, спицу в петлю, снаружи берем рабочую нить и в эту петлю. И подтягиваем ближе. Придерживаем слегка и затягиваем. Палец под петлю, спицу в петлю, захватываем рабочую нить и в петлю. И петлю вот сюда подтянули, ближе, как можно ближе. Придерживаем и только после этого затягиваем. Подтянули, придержали, затянули. Вытащили рабочую нить, петлю пододвинули, придержали, затянули. Значит, весь принцип вязания в чем? Палец из петли не вытаскивать, пока не дотянули петлю к петле. Пододвинули, слегка прижали, сильно не давите, слегка. И затягиваем. Пододвинули, придержали, затянули. Вот и так набираем. Значит, обратите внимание на что еще. Когда вытянули петлю, вот так раскачаете немножко, она лучше пододвинется. И затягиваем. Вот и так набираются петли. Значит, когда вы вплотную их придвинете, они у вас будут все ровные, вот эти узелки. Вот здесь они вплотную, видно, придвинула. Ну, можно было затянуть потуже. Все. Итак, набираем количество петель, которые делится на 16, плюс 1 петля, чтобы замкнуть в кольцо.
Вот здесь вот эта петля. И у нас останется количество петель, деленное на 16. Это и есть раппорт. Набрала я необходимое количество петель. И теперь вот я, правда, на чулочно-носочную буду пока вязать. Замыкаю в кольцо. Так, петлю снимаю. На нее вот так делаем. И теперь я буду вязать резинкой. Значит, как буду вязать? 2 лицевые. Раз, 2 лицевые, 2. 4 лицевых. 2 изнаночные. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные. Опять 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные. И так вяжу по кругу. Вяжем следующий ряд резинки. Второй ряд. Опять 4 лицевых, 2 изнаночные. 4 лицевые, 2 изнаночные. И так вяжем по кругу. Вяжем третий ряд. 2 лицевые снимаем на дополнительную спицу перед работой. 2 провязываем. Надеваем снятые. И провязываем их лицевыми. 2 изнаночные. Опять 2 снимаем. Перед работой. А 2 петли провязываем лицевыми. Поднимаем. И провязываем лицевыми. Две изнаночные. Опять 2 снимаем перед работой. Провязываем 2 лицевые. Эти 2 поднимаем. И провязываем. Две изнаночные. И так вяжем по кругу. Вяжем 4-й ряд. 4-й и 5-й ряды будут как 1-й и 2-й. То есть 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные. 1, 2,
Опять 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные, 1, 2. И так вяжем по кругу. Вяжем пятый ряд. Пятый ряд тоже так же вяжется. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные. Опять 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные. И так вяжем по кругу. Вяжем шестой ряд. Он точно так же вяжется, как и третий. То есть 2 петли снимаем перед работой. 2 провязываем лицевыми. Снятые петли поднимаем. И провязываем лицевыми. То есть мы с вами вяжем жгут. 2 изнаночные. И опять 2 снимаем перед работой. 2 провязываем лицевыми. Петли поднимаем. И провязываем лицевыми. 2 изнаночные. Все, вот такая резинка. Можно было бы, допустим, не 2 здесь изнаночные сделать, а только одну. Это уже вам решать. Смотрите сами. Все, и так вяжем на высоту резинки. Значит, после этого ряда у вас пойдут 2 ряда, как мы вязали вот раньше, и опять жгут. Ну вот, связала я всего 3 перехлеста жгуты, потому что я не могу резинку широкую вязать, у меня манекен небольшой и узор не влезет. Значит, спицы у меня 2,5 здесь. Теперь я беру спицы большего номера. Вот, у меня 3 теперь пойдет. Видите, толще. И вяжем. Причем обязательно имейте маркеры. Вот у меня такие есть. И есть маркеры, которые я нарезаю из трубочек для коктейля. Вот такие можно использовать. И будем вязать сам узор. Значит, как я говорила, раппорт составляет 16 петель. Лицевая. Накид. Причем обратите внимание на накид. Сейчас будет накид прямой, то есть к себе. 2 петли с наклоном вправо. Вот перед петлями с наклоном вправо накид делается прямой, то есть к себе. 1 раз считаем накид и 2 петли вместе. 1 раз. Накид, 2 петли вместе. Лицевой вправо. Накид, 2 петли вместе. Лицевой вправо. Сейчас первый ряд будет туговато идти, потому что спицы эти меньше номера, а эти потолще. Значит, мы 3 раза провязали. Накид 2 вместе, накид 2 вместе, накид 2 вместе. 1, 2, 3. Дальше. Опять делаем накид прямой, то есть к себе.
И теперь нам 3 петли надо провязать вместе. Причем вторая должна быть по центру. Для этого вот так снимаем 2 петли. Следующую провязываем и на нее надеваем эти 2 снятые. Теперь у нас накид пойдет. Мы будем наклон делать в левую сторону. Теперь накид будет обратный, то есть от себя. Вот эту петлю развернем и 2 петли вместе провяжем с наклоном влево. Один раз. Накид. Ну, я не знаю, кто как вяжет, может быть, у кого-то не придется переворачивать. 2 петли с наклоном влево. Это 2 раза. Накид. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. 3 раза. 1, 2, 3. И заканчиваем накидом, причем тоже обратным. И теперь ставим маркер. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и вот 16. Раппорт 16 петель. Следующий раппорт вяжем. Опять лицевая. Накид к себе или прямой. 2 петли с наклоном вправо. Один раз. Накид. 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо. 2. Накид. 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо. 3. Накид. Тоже прямой. 3 петли вместе, провязать с центральной петлей. 2 снимаем. 1 провязываем. И на нее надеваем 2 снятые. После этих петель, которые мы провязали, накид идет обратный, то есть от себя. Накид, 2 петли вместе с наклоном влево. Раз. Накид. Вот эти накиды в конце не теряйте. Так, один раз провязали накид, наклон влево раз, накид, наклон влево 2. Накид, наклон влево 3. И причем по поводу этих петель. И опять обратный накид. И ставим маркер. Почему я петлю меняю? Положение вот этой петли. Чтобы она хорошо, красиво лежала. Не перекрученная была. Поэтому вы смотрите, как у вас будет лежать петля. Ну и давайте еще раз проверим. Считаем после маркера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И так вяжем по кругу. Это первый ряд узора. И заканчиваем первый ряд узора. Обратный накид, то есть от себя.
2 петли вместе лицевой с наклоном влево и накид. Накид не теряйте. Так, теперь будем вязать второй ряд. Значит, как мы обычно вязали раньше, мы следующий ряд бы провязали. Поскольку вяжем по кругу, провязали бы лицевыми петлями, да? Вот лицевая, лицевая, лицевая. Но поскольку это другой узор, у нас этого ряда нет. Мы будем вязать точно так же, как и вязали первый ряд. То есть, первая лицевая. Вот эти накиды считаем как петлю. Лицевая. Опять прямой накид к себе. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. 2 петли. Вот одна и вот вторая. Вот мы их 2 и провязываем. Опять накид к себе. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Вот они у нас 2 петли и есть. Это уже 2 раза провязали. Накид. 2 петли с наклоном вправо. Провязали. Затем у нас должно идти что? 3 петли вместе с центральной. Но перед ними опять делаем прямой накид. 2 петли снимаем. Одну провязываем. Вот этот накид провязываем. И на эту петлю надеваем 2 снятые. После этих петель у нас обратный накид. То есть от себя. 2 петли с наклоном влево. Видите, я поворачиваю только одну петлю. Если бы я здесь сделала прямой накид, то я бы еще разворачивала этот накид. Он бы у меня вот так был, и мне неудобно было бы вязать. Поэтому после этих петель, когда делаете наклон влево, то нужно делать обратный накид. Вот, накид сделали, петлю развернули, 2 петли с наклоном влево. Накид, мы разворачиваем только одну петлю. И удобно брать накид. 2 петли вместе, это уже 2 раза. Накид, 2 петли вместе. Накид, тоже обратный накид. И следующий пошел раппорт. Опять лицевая. Теперь накид к себе. У нас наклон вправо идет. 2 петли вместе с наклоном вправо. Раз. Накид. 2 петли вместе с наклоном вправо. 2. Накид. 2 петли вместе с наклоном вправо. 3. Опять же до этих петель накид делаем к себе, то есть прямой. 2 петли снимаем. Одну петлю провязываем и на нее надеваем 2 снятые. И теперь у нас накид будет идти обратный, то есть от себя 2 петли с наклоном влево. Вот у меня тут накид есть. Раз. Опять же, накид. 2 петли с наклоном влево. 2. Накид. 2 петли с наклоном влево. 3.
накид от себя. И опять лицевая петля, следующий раппорт. И так вяжем по кругу. Значит, тут что интересно, что накиды считаются как петли самостоятельные. И все зависит от того, в какую сторону вы сделаете накид. Либо так, либо так. Вяжем второй ряд по кругу до конца. Заканчиваем второй ряд узора. Накид от себя, то есть обратный. Петлю расположили так, чтобы она не была перекрученная. А накид, видите, очень удобно расположен. Их можно без проблем провязать. Но после них обязательно делаем обратный накид. Третий ряд вяжется. Опять же, лицевая. Накид прямой к себе. 2 петли с наклоном вправо. Раз. Накид. 2 петли с наклоном вправо. 2. Накид. 2 петли с наклоном вправо. 3. Накид. 3 петли вместе. 2 снимаем. 1 провязываем. И снятые надеваем на провязанную. После этого момента направление накида меняется. Обратный накид от себя. Петлю перевернули. Это будет наклон влево. Раз. Накид. Наклон влево. 2. Накид. Наклон влево. 3. Накид. Маркер переснимаем. Лицевая. Следующий раппорт пошел. Опять к себе накид. Наклон вправо. Раз. Накид. Наклон вправо. 2. Накид. Наклон вправо. 3. Накид к себе. 2 петли снимаем. 1 провязываем и на нее надеваем снятые. И отсюда меняем направление накида от себя. И 2 петли с наклоном влево. Вот петлю поменяем, чтобы она была не перекрученная. Раз. Накид от себя. 2 петли с наклоном влево. 2. Накид. 2 петли с наклоном влево. 3. Накид. Маркер переснимаем. И так вяжем по кругу до конца кругового ряда. Ну вот, закончила я 3-й ряд. Вот у меня накид здесь. Значит, мы с вами связали вот здесь узор. 1-й ряд, 2-й, 3-й. И они все одинаковые. Дальше вяжем самостоятельно 4-й, 5-й, 6-й и 7-й.
Они все одинаковые. И вяжем с вами 8 ряд. 8 ряд вяжется точно так же, как и предыдущие ряды, за исключением направления накида. Значит, лицевая у нас остается. Но если мы раньше накид здесь сделали к себе, то есть прямой накид, то теперь мы его делаем обратный, то есть от себя. 2 петли, как шли у нас с наклоном вправо, так они и будут идти. 1 от себя, 2 от себя, 3 от себя, 3 петли вместе и вторая посередине. В этой половине мы вязали от себя, теперь мы будем вязать к себе, то есть прямой накид. Но наклон так и останется, петель влево, к себе, влево, к себе, наклон влево, к себе. Маркер пересняли. Давайте еще раз. Лицевая, накид от себя, то есть обратный. 2 петли с наклоном вправо. Раз. От себя. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. 2. От себя. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. 3. От себя. 3 петли вместе. 2 также снимаем. 1 провязываем и на нее надеваем эти провязанные. Эту половину вяжем. Теперь накид к себе. Петли у нас идут с наклоном влево. Раз. Накид к себе. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. 2. Накид к себе. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. 3. Накид к себе. И так вяжем по кругу. Заканчиваю 8 ряд. Накид к себе. Петлю развернула. Наклон влево. Накид к себе. Петлю развернула. 2 вместе с наклоном влево. Накид к себе. Переходим к 9 ряду. Вот этот маркер, для чего я поставила? Хвостик уже не виден, можно проскочить. Поэтому поставила маркер, чтобы на него ориентироваться. Вы можете сделать то же самое. Все, и переходим к 9 ряду. Вяжем с вами 9 ряд. Вот теперь у нас начнутся изменения в наклоне петель. Вот здесь мы провязывали 1 петлю лицевую. Теперь нам, вот здесь, сейчас 1, 2, 3. А вот здесь у нас провязывали 3 петли вместе.
Теперь мы их меняем местами. Здесь будет провязана одна петля, а здесь 3 вместе. Вот. Но у нас одной петли нету. Значит, вот этот накид мы берем с этой стороны. Две петли снимаем, одну провязываем и на нее надеваем 2 снятые. Сейчас будет трудновато, но потом впоследствии будет легче. И провязываем. Все, мы 3 петли вместе провязали. У нас был наклон вправо, теперь мы вяжем с наклоном влево. Значит, накид, как в предыдущем ряду, от себя и меняем только одну петлю. А здесь мы наклон уже с вами провязали, мы грамотные. Уже наклон у нас провязан удобно. 2 петли с наклоном влево. Раз. Накид. 2 петли с наклоном влево. 2. Накид. 2 петли с наклоном влево. 3. Опять такой же обратный накид и 1 лицевая. Теперь направление накида меняем. К себе прямой накид. 2 петли с наклоном вправо. Раз. Накид. 2 петли с наклоном вправо. 2. Накид. 2 петли с наклоном вправо. 3. Накид. Раппорт закончен. И вот этот маркер у нас теперь переходит сюда. Вот раппорт закончен. Давайте проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 петель как было, так и осталось. Давайте еще раз провяжем. Начинается с 3 петель вместе. Накид у нас там есть уже. Значит, мы должны 2 петли снять, как при лицевом вязании. Одну провязать лицевой и на нее надеть 2 снятые. Три петли вместе провязали. Теперь перед наклоном влево мы делаем обратный накид. 2 петли с наклоном влево. Раз. Обратный накид. 2 петли с наклоном влево. 2. Обратный накид. 2 петли с наклоном влево. 3. Обратный накид. Лицевая. После лицевой у нас идет прямой накид. К себе. Накид. 2 петли с наклоном вправо. Раз. Накид. 2 петли с наклоном вправо. 2. Накид. 2 петли с наклоном вправо. Накид. Маркер переставляем. И давайте еще раз проверим.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И опять раппорт начинается с 3 петель вместе. Снимаем. Одну провязываем. На нее надеваем 2 снятые. Давайте еще раз с вами это провяжем. Значит, у нас наклон идет влево. Значит, накид будет обратный от себя. 2 петли с наклоном влево. Раз, от себя. 2 петли с наклоном влево. 2, от себя. 2 петли с наклоном влево. 3, от себя. Лицевая. К себе. Прямой накид. 2 петли с наклоном вправо. Раз, к себе. 2 петли с наклоном вправо. 2, к себе. 2 петли с наклоном вправо. 3, к себе. И эта петля уходит туда. Итак, мы с вами вяжем. Это 9 ряд. Вот 9 ряд вяжем. Дальше вяжем 10, 11, 12, 13, 14 и 15. И все они вяжутся одинаково. Вот заканчиваю я 9 ряд и хочу вам еще раз показать начало следующего ряда. То есть, вот заканчиваем 9 ряд, вот этот. Накид прямой к себе. 2 петли с наклоном вправо. Накид к себе. А вот этот накид мы перебрасываем на первую спицу. Вот у нас здесь маркер стоит. Так, последний накид этот не теряйте. И опять вяжем 3 петли вместе. 2 снимаем. Одну провязываем. И на нее надеваем снятые. 3 петли вместе. И опять продолжаем. Наклон влево, значит, накид обратный от себя. Влево раз, накид, влево 2. Накид, влево 3, накид, лицевая. Прямой накид, то есть к себе. Накид вправо раз, накид вправо 2, накид вправо 3, накид. А этот накид переходит сюда, в следующий раппорт. И опять 3 петли вместе с центральной петлей. Все. Итак, мы вяжем. Вот мы сейчас вяжем 10 ряд. Потом 11, 12, 13, 14, 15. Все вы провяжите. И уже 16 я вам буду показывать. Итак, довязываю я 15 ряд.
вот последний накид к себе. И вяжем с вами 16 ряд. Три петли вместе, 2 петли снимаем, как при лицевом вязании, одну провязываем и на нее надеваем 2 снятые. И поскольку мы в следующем ряду будем делать уже наклон опять вправо, значит направление накида нужно поменять. То есть уже вязать не обратный, а прямой к себе. А петли провязывать так же, как и в предыдущем ряду. Значит, накид к себе, это уже 2 раза, три, накид к себе, лицевая. 3 раза мы провязали. Накид, наклон влево 1, накид, наклон влево 2, накид, наклон влево 3, накид, лицевая. Теперь накид меняем обратно, то есть от себя, но вяжем с наклоном вправо. 1, обратный накид, наклон вправо 2, обратный накид, наклон вправо 3, обратный накид, а этот накид уходит к следующему раппорту. И опять 3 петли вместе. И меняем направление накида. Опять к себе, но наклон влево. Итак, довязываем 16 ряд по кругу. Делаем обратный накид. А вот этот накид, что у нас был предыдущий, его вообще сбрасываем. Он нам не нужен. Либо можно его провязать вместе с петлей. Я не буду провязывать. И начинаем вязать узор с первого ряда. Первый ряд у нас как начинается? Лицевая. Накид к себе. 2 петли с наклоном вправо. 1. Накид. 2 петли с наклоном вправо. 2. Накид, 2 петли с наклоном вправо, 3. Вот для чего мы в предыдущем ряду меняли направление накида, чтобы в этом ряду было легче вязать. Накид к себе, 3 петли вместе с центральной петлей. 2 петли снимаем, одну провязываем. На нее надеваем снятую
И после этого момента выполняем обратный накид, то есть от себя. Две петли с наклоном влево. Раз. Накид. Две петли с наклоном влево. Два. Накид. Две петли с наклоном влево. Три. Накид. Маркер пересняли. Вот весь раппорт, то есть вяжется с 1 по 16 ряд. И так вы вяжете на высоту головного убора, то есть до того места, где начинается донышко. Ну вот, связала я до необходимой высоты шапочку, у меня манекен маленький, и теперь мне нужно делать убавление. Значит, убавление можно делать по-разному. Можно убавлять вот в этом месте. Провязывать не 3 петли, как мы раньше провязывали. Вот, 1, 2, 3. А 5 петель сразу вместе. Вот так убавлять. Значит, так можно. Можно делать по-другому. Сейчас я вам покажу. Значит, лицевую я провязываю. Вот, смотрите, накид потерялся. Всегда обращайте внимание на накид, чтоб не терялся. Значит, лицевую я провязываю. И дальше я буду убавление делать вот в этой части. Значит, после лицевой у меня должен идти накид к себе. 2 петли провязываю вместе с наклоном вправо. Еще раз 2 петли с наклоном вправо. И теперь эту петлю мне надо надеть вот на эту. Вот, я убавила. И накид у меня остался. Почему я сразу не провязала вместе? Потому что, мне кажется, было бы грубо. И опять накид. 2 петли с наклоном вправо. Ну, вы можете, допустим, остановиться не в этом месте, а 2 петли с наклоном влево. Опять накид. 3 петли вместе. 2 снимаем. 1 провязываем. На нее надеваем снятую. Накид. 2 петли с наклоном влево. И теперь мне надо вот эти 2 петли тоже вместе провязать. Накид я все равно делаю. Эти 2 петли провязываю. Провязываю эти 2. И потом на эту петлю надеваю эту. Вот
мы убавили. Значит, у нас по центру осталось 2 наклона влево, 2 наклона вправо. Опять накид. Опять лицевая. Начало раппорта у меня, по крайней мере. 2 петли должны провязать вместе и 2 петли вместе. И одну на другую надеть. Значит, после лицевой обязательно накид. 2 петли с наклоном вправо. 2 петли с наклоном вправо. И теперь эту петлю надеть на ту. Можно, конечно, как я уже говорила, и провязать их вместе сразу. Все петли. Накид. И еще 2 петли с наклоном вправо. Накид. 3 петли вместе. Две петли снимаем, как при лицевом. Одну провязываем. И на нее надеваем 2 снятые. Накид. Меняем положение петли, провязываем. Опять накид. Эти 2 вместе. Здесь накид не делаем. Разворачиваем 2 вместе. И одну надеваем на другую. И накид. И опять лицевая. Вот. Когда у вас все эти петли до центра уйдут, можете уже убавлять в центре. Значит, сначала с одной стороны убавьте, с другой в одном раппорте, а потом в центре. И так убавляется. Следующий ряд можно провязать без убавлений. Но это уже там вам смотреть, как вам делать убавление. Накид. 2 вместе. Накид. 2 вместе. 2 раза. Накид. 3 петли вместе с центральной лицевой. Накид от себя. Здесь неправильно сделан был. 2 вместе. Накид от себя. 2 вместе. Накид. То есть теперь у нас в раппорте осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 петель. А было 16. Вот уже убавление сделали. Причем ощутимо. Вот. В этом ряду мы не убавляем. В следующем ряду опять убавку сделаем. И так убавляем. И потом, как я уже сказала, убавляем в центре. Вот довязала я уже до того места, когда у меня лицевая накид, наклон вправо, накид и вот центральная. То есть вот здесь 3 петли вместе, по идее, должно быть. Как будем убавлять? Лицевую провязываем. Накид
делаем и провязываем наклон вправо. Но перед этими петлями накид делать не будем. Мы их провяжем как одну петлю. Как всегда, снимаем, провязываем. И надеваем. И после них тоже накид не делаем. Провязываем 2 вместе. Давайте еще раз. Лицевая, накид, наклон вправо, накид не делаем, 2 петли снимаем, провязываем, на провязанную надеваем снятые, накид не делаем, а провязываем 2 петли с наклоном влево, накид. И так убавляем. Ну и теперь я буду делать последнее уже убавление. Значит, лицевую и накид провязываю вместе лицевой. 3 петли провязываю таким образом. 2 снимаю, а лицевую и накид последний провязываю вместе. Лицевой и на нее надеваю 2 снятые. Так, давайте еще раз. Значит, лицевую и накид провязываю лицевой. Две петли снимаю, а эти 2 петли, то есть петлю и накид, провязываю лицевой и на эту лицевую надеваю снятые. И уже накиды не делаю. И так по кругу. Ну вот, в принципе, и все. Теперь мы нитку отрезаем. И петли собираем, стягиваем. Решила я край обвязать рачьим шагом.
И так обвязываем. Ну и вот такая шапочка в итоге получилась. Здесь можно украсить чем-то. Помпон, допустим, сделать. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.